Привет, друзья! Прежде всего хочу поздравить тех, кто празднует сегодня Рождество. В этот светлый день здесь, в Канаде, многие семьи соберутся за большим уютным столом, в центре которого часто можно увидеть какую-нибудь большую запеченную птицу. Гуся, утку, индейку. Последняя не обошла и мой стол стороной. Сегодня делаем индейку нежную, вкусную, сочную, сразу с гарниром и подливкой. Поехали! Если индейка у вас полностью замороженная, то, само собой, ее необходимо предварительно разморозить. Не в тепле, не при комнатной температуре, а в холодильнике. То есть постепенно, чтобы мясо в результате оставалось более нежным, сочным и вкусным. Перемещаем индейку из морозилки в холодильник, где за 2 суток она полностью разморозится, в зависимости от размера. Из холодильника индейку нужно достать также заранее и оставить при комнатной температуре на пару часов. Только после этого приступать к приготовлению. Если вместе с индейкой вам досталось и шея, и какие-то ценные, особо ценные потроха, их, само собой, не выкидываем, просто оставляем пока в сторонке ждать своего момента. Для начинки и гарнира в том числе необходимо предварительно отварить рис. Я использую коричневый басмати и дикий черный рис. Можно вообще взять гречку, если ее больше любите. Лучше отваривать не в воде, а в бульоне, овощном или курином. Время отваривания обязательно смотрите на упаковке. До полной готовности отваривать не рекомендую. Пусть рис остается таким аль денте, он дойдет уже в духовке. Мой рис будет отвариваться долго, минут 40. Тем временем я занимаюсь всем остальным, но не забываю поставить таймер. Чтобы индейка получилась нежной, сочной, ароматной, по-настоящему праздничной, ее необходимо умаслить. Берем размягченное сливочное масло, туда добавим ароматные травы. Я буду использовать совсем такой молоденький тимьян, листики шалфея и петрушку. Если стебли тимьяна у вас совсем тонкие, нежные, то верхушки можно также рубить ножом. Если тимьян у вас бывалый, стебли уже такие жесткие, тогда берете только листики. Петрушку и шалфей также измельчаем и все это добавляем к маслу. Туда же добавляем немного чеснока, раздавленного в прессе. Для большей праздничности и аромата добавим цедру апельсина. Паприка добавит аромат и красивый цвет. Еще больше праздничности добавит мускатный орех. Само собой, черный молотый перец и соль. И теперь все это необходимо хорошенько размять. Удобно делать это руками, но в перчатках. Все как следует разминаем, смешиваем, объединяем, превращаем в такую почти однородную массу. Все смешав, обязательно попробуйте на вкус, прежде всего на соленость. Ее должно быть достаточно для того, чтобы индейка также обрела вкус в процессе запекания. Натирать этой пастой индейку мы будем не снаружи, а под кожей. И для этого эту кожу нужно немного отделить от мяса. Делать это очень просто. Сначала аккуратно пальцами начинаем с краев проникать под кожу, отделяя ее от мяса, затем все глубже и глубже. Особенно делаем это сверху, на спине не обязательно. Здесь ни в коем случае не стоит торопиться, делайте все очень аккуратно, чтобы не порвать кожу, иначе индейка получится некрасивой. При этом бояться не стоит, кожа у индейки достаточно прочная. Берем подготовленное ароматное масло, пасту, кусочками распределяем ее под кожей, размазываем по мере возможности. И вот так вот сверху массирующими движениями разминаем, стараясь больше внимания уделять грудке, но в то же время не забываем и про бедрышки и бока. После того, как индейку умаслили, оставляем ее пока в сторонке, пусть она там стоит и насыщается всеми этими ароматами. Занимаемся приготовлением начинки, она же является гарниром. В сковороде разогреваем растительное масло, отправляем туда мелко нарезанный лук, туда же мелко нарезанный чеснок. Обжариваем все вместе где-то 1,5 минуты до полупрозрачности. Морковь и сельдерей измельчаем небольшим кубиком. Прям таким совсем небольшим, и отправляем к подобжаренному луку и чесноку. Теперь все вместе на среднем огне. Необходимо обжарить это где-то в течение 8 минут, почти до готовности моркови, то есть она должна стать помягче. Тем временем нарежем грибы. Я использую шампиньоны кремини, можете брать обычные. Их нужно нарезать покрупнее, чем морковь и сельдерей. Когда в сковороде все обжарится до нужного состояния, отправляем туда грибы и также периодически перемешивая, обжариваем вместе. Дожидаемся, когда из грибов начнет выделяться влага. Добавляем молотый перец, соль. Все хорошо перемешиваем, жарим где-то минуты 3 и добавляем уже готовый рис, отваренный аль денте. Перемешиваем тщательно, обжариваем пару минут. Обязательно пробуем на соль. И затем в самом конце добавляем мелко порубленные травы, петрушку и листики шалфея.
Также хорошо тщательно перемешиваем и снимаем с огня. Отставляем пока в сторонку немного подостыть. Тем временем займемся подготовкой формы, в которой будем запекать индейку. Смазываем форму или противень сливочным маслом. В качестве подушки будем использовать овощи, лук, порезанный четвертинками. Сельдерей и морковь также достаточно крупно. При этом морковь даже чистить вовсе не обязательно. Это в результате у нас в готовое блюдо как таковое не пойдет. Из этого мы потом будем делать подливку. Овощи распределяем по противню. Сельдерей, морковь, четвертинки лука. И вот как раз сюда в форму к овощам добавляем шею, разделенную на сегменты, и ценные потроха. Если их все-таки не оказалось, не страшно, достаточно будет и овощей. Туда же добавляем веточки розмарина и тимьяна для большего аромата. И возвращаемся к индейке. Необходимо наполнить ее частью нашего гарнира, начинки. Делать это очень просто. Вот таким вот образом скрепляем гарнир, делая такой словно снежок, и отправляем его в индейку, так вот уплотняя поглубже. Рисовая смесь должна быть уже подостывшей, не горячей. Весь гарнир в индейку вместиться и не должен. Оставшийся выкладываем в форму, смазанную растительным маслом, накрываем фольгой и отставляем в сторонку ждать своего момента. Чтобы индейка была аккуратненькая, ничего не подгорало, не топорщилось в стороны туда-сюда, ни ноги, ни крылья, мы ее немного сгруппируем. Ножки прежде всего скрепляем кожицей снизу, где проделываем специальное отверстие для этого. И дополнительно также сгруппируем ее веревкой, перевязываем в ногах, тянем веревку за спину, там уже фиксируем. Дополнительно группируя индейку, она получается такой плотненькой. Еще раз, связали ноги, завязали на спине. Крылья также подвернем за спину. У нас будет такая отдыхающая, загорающая в духовке индейка. Просто вот так вот аккуратненько берем и подворачиваем. И она уже такая вся красиво лежит. И вот в таком сгруппированном состоянии помещаем индейку на подушку из овощей. Сверху индейку обязательно нужно снова умаслить. Теперь уже просто размягченным сливочным маслом распределяем его по коже, промазывая ее полностью по всей поверхности. Тщательно и нежно опять же. Противень необходимо накрыть фольгой, создавая такой купол из фольги. В результате все должно хорошо закрывать птицу сверху, но сильно плотно к коже фольгу не лепить. Отправляем противень в духовку, предварительно разогретую до 160 градусов. Запекаться индейка будет достаточно долго. Обычно время рассчитывается исходя из веса размера птицы. Так, на 1 килограмм требуется где-то 35-40 минут. Но эффективнее всего ориентироваться на температуру. Для этого понадобится кулинарный термометр. С помощью него можно проверять температуру внутри индейки. Она должна достичь 75 градусов. Кто любит попропеченнее, можете запекать до 80. Но вот при 75, мне кажется, как раз вот остается вот эта вот оптимальная сочность внутри. Термометр рекомендуется втыкать в самую толстую часть грудки или бедра, но при этом не доходить до костей. Вне зависимости от того, как вы решите ориентироваться по времени или с помощью термометра, под видео я обязательно оставлю табличку расчета времени, исходя из веса птицы, с фаршем и без. В общем, посмотрите, прежде чем готовить. Каждые полчаса обязательно приоткрываем фольгу и поливаем индейку тем, что из нее вытекает, жиром и соком. Где-то за 45 минут до конца готовки, примерно ориентируясь по времени, снимаем фольгу, чтобы индейка обрела красивую, румяную, аппетитную, золотистую корочку сверху. Сразу после духовки ставить на стол и резать индейку не рекомендуется, ей нужно дать немного отдохнуть. Ну, где-то 20-30 минут. Все соки внутри должны хорошенько распределиться. Достаем индейку из формы или противня. Размещаем на какой-нибудь большой доске или блюде, учитывая, что пока индейка будет отдыхать, из нее еще будет выходить какой-то сок, поэтому смотрите, чтобы у вас в результате вокруг лужи не образовалась. По поводу вот этого момента отдыха индейки после духовки у разных поваров есть разные рекомендации. Скажем, Джейми Оливер рекомендует полностью плотно накрыть индейку фольгой и сверху еще полотенцем, чтобы она сохранила внутри сочность максимальную, для того, чтобы она получилась максимально нежной. Правда, и запекать он рекомендует до 70 градусов, так как под фольгой индейка будет доходить. Кто-то из поваров рекомендует оставлять просто так, для того, чтобы в результате на индейке сохранилась вот эта вот хрустящая корочка, которая потеряется, если оставить ее под фольгой. Я выбираю вариант без фольги.
оставляю так. Но пока мы не сидим, не ждем и не смотрим вот так вот голодными глазами на индейку, а занимаемся приготовлением подливки и гарнира. Прежде всего необходимо слить жидкость из противня. Удобнее перелить в какую-нибудь прозрачную кружку, мерный стакан, чтобы увидеть, где сок, а где жир. А все содержимое тщательно выскребая вместе вот со всеми даже поджаростями перекладываем в кастрюлю, в большую кастрюлю. Возвращаемся к стакану и видим, что сок и жир разделились. Теперь нам нужно этот жир отделить полностью. Сначала аккуратно его сливаем и затем ложкой уже вычерпываем, оставляя лишь небольшим слоем в стакане. Тщательно перемешиваем венчиком. И половину этого сока с небольшим количеством жира выливаем вот так вот, распределяем по гарниру. Накрываем форму фольгой и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 20. Несколько ложек жира мы отправляем в кастрюлю, к овощам и потрохам, а оставшийся убираем в холодильник. Это такой драгоценный жир, который можно использовать для жарки картофеля, какой-нибудь другой птицы. Все содержимое в кастрюле начинаем обжаривать на достаточно сильном огне. Где-то минут 5, периодически помешивая, чтобы ничего не горело. Когда вы увидите, что все достаточно так хорошенько обжарится, добавляем немного муки частями и интенсивно помешивая, обжариваем вместе с мукой где-то минуту-две. Затем вливаем вино, оно быстро выпарится, не забываем все перемешивать. Туда же вустерский соус, если вустерского соуса нет, можно добавить бальзамический уксус. Все опять же перемешиваем и вливаем бульон. Бульон можно овощной, куриный или из индейки. Бульон вводим частями, все хорошо перемешивая, чтобы не образовывалось комочков. Одновременно отшкрябываем приставшее к дну. Туда же выливаем оставшийся от запекания сок. Доводим до кипения, и теперь необходимо проварить это все минут 15. Смесь в процессе будет загустевать. Приправляем солью при необходимости. Хорошо процеживаем все через сито и в результате получаем такую гладкую, вкусную, красивую подливку, которую можно перелить в какой-нибудь сотейник и уже дополнительно подогреть перед подачей. К этому времени у нас и гарнир уже дойдет, и можно вернуться к индейке. Помните, у нас там также начинка, гарнир внутри. Уже разрезаем индейки ножки, большую часть гарнира из индейки выскребаем, оставляя лишь немного, для красоты, чтобы не было вот этой вот большой черной зияющей дыры. Ту начинку, которую достали из индейки, добавляем к основному гарниру, тщательно перемешиваем, добавляем листики тимьяна или какие-нибудь другие зеленые травки сверху, и все, можно подавать. Если вдруг увлеклись или приготовили сильно заранее, вам кажется, что индейка уже утратила вид для подачи, подостыла, ее можно ненадолго отправить в духовку, разогретую, раскочегаренную уже посильнее, где-то на 190-200 градусов, но буквально на несколько минут. И индейку обязательно предварительно смажьте вот тем самым жиром, который у нас остался в запасе. И буквально несколько минут индейка вернется к жизни, после этого сразу на стол. Индейка, гарнир, подливка, настоящий праздник. Разделывать индейку эффектнее всего за столом, большим хозяйским ножом, каждому определяя понравившийся кусочек. Кому-то грудку, кому-то ножку, кому-то бедрышко. Надо понимать, что все части рецепта можно использовать как вместе, так и по отдельности. Экспериментируя с ингредиентами, неизменной остается только сама индейка. Я, знаете, скромничать не буду. Приготовил себе и кусок возьму побольше. Ну что, дегустация? Кожица, слышите, какая? Слышите, какая хрустящая? Ароматная, вкусная, сочная. Слушайте, надо выключать камеру, я остановиться не могу. С наступающим. Кстати, если индейка оказалась не съеденной полностью во время праздничного застолья, на утро с ней можно приготовить вкуснейшие, совершенно бомбезные сэндвичи.
Подробный рецепт, как всегда, сможете найти в блоге, все ссылочки в описании под видео, там же список ингредиентов и там же всегда дополнительная полезная информация, там же ваши лайки, которые, я надеюсь, увидите, если вам хочется быстрее увидеть следующее видео. Пишите обязательно комментарии со своими впечатлениями, вопросами, просто пишите. И не забудьте запостить фото своих праздничных индеек, приготовленных по моему рецепту в инстаграме. Отметьте меня на фото, там я все в сад. С удовольствием посмотрю, что у вас получилось. Всем желаю отличного, предновогоднего, рождественского, в общем, праздничного настроения. С вами был Саша Cooking Time. Пока-пока.